Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня мы пройдемся по зимней набережной Ялты. Посмотрим, что здесь происходит. Возможно, там уже установили новогоднюю елочку. Обязательно тоже пройдемся в ту сторону. Но сейчас мы находимся возле ресторана «Апельсин». Давайте покажу, что сегодня происходит на набережной. Честно говоря, пока шел сюда, увидел очень много людей. Все выходят вечером гулять на набережной. Здесь кормят у нас чаек. На море такой небольшой накат волн идет. Давайте вам его покажу поподробнее, поближе. Так, друзья, видите, вымыла маяк. В общем, сами видели, вымыла какой-то буй, который был в море. В качестве, думаю, маяка, там на нем лампочка. Кто-то вот ходит с металлоискателем после шторма, ищет ваши драгоценности, ваши украшения. И я скажу, они неплохо находят, друзья. Поэтому вот знаменитые ялтинские грибки, их часто печатают на фотографиях и на магнитиках. Вот, покупаете себе такие болотники, ходите и ищете. Но нужно покупать нормальный металлоискатель, где-то от 100 000 рублей, чтобы действительно на него что-нибудь можно было найти. Там дешевые не подойдут. Давайте идти дальше. Здравствуйте. Так, давайте пойдем в кафе «Апельсин». К сожалению, не успели с вами на шторм в Ялте, на хороший. Но зима еще не заканчивается. Мы с вами еще обязательно сюда приедем. И все-таки когда-нибудь мы его снимем. А сейчас дойдем вон туда, где люди стоят. Прям до края этой платформы, на которой установлен ресторан. Волны, я смотрю, достают до самого верха. Вот такая красота. Люди гуляют, наслаждаются этой природой. Конечно, Ялта потрясающая, друзья. Вон там в стороне Айпетри, посмотрите, дымка, туман. Скоро поедем на Айпетри, тоже покажу вам Айпетри, как выглядит. Здесь, конечно, после шторма вымыло много мусора. Видите, в основном это бутылки из-под пива и сока. И обратите внимание вон туда, на горы. Как там тоже красиво, облака на них лежат. Когда-нибудь с вами заночуем в горах и встретим там рассветы. Набережная Ялты, как всегда, очень-очень красивая. Воу, друзья, так, давайте сначала зайдем к шторму, а потом пойду покажу вам, как листья там красиво опали. Насколько я знаю, жар-птицу этого дельфина хотят убрать, потому что они портят всю эстетику набережной. И правильно, я думаю, сделать. Потому что дельфин здесь вообще не в тему, если честно говоря. Ой, друзья, шторм. Мы все-таки попали на небольшой шторм. Давайте идти снимать самые экстремальные кадры. Люди все фотографируют сверху, но вы же знаете, на каком вы канале и насколько мы экстремальные. И спустимся сейчас прям к самому морю. Будем рисковать, чтобы снять самые красивые кадры шторма. Сейчас сначала отсюда вам покажу. Вот так, друзья, бушует море. Красота, конечно. Воу. А вообще, когда сильный шторм, то волны добивает аж до набережной. Ладно, давайте спустимся. Видите, сколько много сегодня людей, как будто лето у нас началось. Я думаю, что многие уже приезжают на новогодние праздники, потому что говорят, что после 20 декабря Крым будут закрывать. Не знаю, слухи это или правда. Смотрите, какой был шторм на днях, что всю гальку, даже такие огромные камни, вынесло прямо сюда, на набережную. Здесь раньше был бетон. Вот сейчас будет большая волна. Смотрите, мне кажется, нужно отходить отсюда. Ну, в принципе, не сильно большая, поэтому можем еще ближе подходить. Да, друзья, кадры шторма. Михаленко все-таки попал, но это небольшой шторм, соглашусь с вами, что будете писать, я просто накат волн. Шторм зимний мы еще с вами снимем, когда будет сильный ветер, когда волны будет намного больше, чтобы они разбивались вот прямо здесь об набережную. А пока небольшой накат волн для вас. Я не один тот самый смелый, со мной вот такой пес решил выйти. Тоже
И там мои зрители меня уже знали. Здравствуйте. Спасибо. Так, друзья, уже мои зрители здесь меня узнали. Так, собака идет со мной, не боится. Она думает, меня спасать будет. В общем, вот такая у нас здесь шикарная красота. Так, собака ставит рекорд. Пес, иди обратно. Даже пес боится. Вот, друзья, идут волны наши. Мы ждем 9-й вал, так скажем. И нам нужно будет отходить, я думаю. Собака даже нервничает. Да, друзья, мы снимаем самые красивые кадры со штормом. Согласитесь, это очень красиво. Все люди стоят, смотрят сверху. Вот наши шикарные зрители, которые меня здесь узнали. Ну что, нам нужно дойти до максимально близко к буну, по традиции, что не сделал еще никто до меня, я думаю. И вообще, если нас накроет волной, будет шикарный контент, согласитесь. Но пока вот идет большая волна, думаю, отойдем с вами, чтобы нас не намочила. О, друзья. Красота, согласитесь. Воу. Вот это кадры, конечно. То, что надо. Здесь, конечно, пройти будет сложно, потому что волны, сами видите, докуда достают. Главное, что какая-то большая не ударила, чтобы меня здесь не накрыло, конечно, волной. Ну что, давайте с вами пройдем чуть дальше. Так, собака переживает за нас. Друзья, подписывайтесь на канал, потому что я показываю зимний Крым, самые экстремальные и самые красивые кадры. Жаль, сегодня приехали уже к вечеру, так бы можно было снять что-нибудь поинтересней. А пока вот такой вам вечерний шторм на набережной города Ялты. Надеюсь, нас тут не накроет волны. О, это почти как в Алуште я снимал, тоже красивые здесь волны. Но все люди там стоят сверху, смотрят. Так, у нас чайки прилетели. Их там кормят, что ли? Давайте, чайки, контент нам делайте. Они дерутся за кусочек чего-то. Ну все, море успокоилось. Это значит, что, друзья, еще пару минут и наступят большие волны. Ждем. Вот идет большая волна. Я думаю, нужно отходить даже. Вот так, друзья. Смотрите, сколько прилетело чаек. Люди все сверху снимают и любуются штормом. Но спускаться пока никто не хочет. А это опасно, ни в коем случае не спускайтесь. Потому что, дай бог, волна вас накроет. И с моря вы уже выбраться, я думаю, в одежде точно не сможете. Тем более вода уже холодная. Где-то плюс 13 сегодня градусов. Ну что, думаю, давайте пройдемся дальше по набережной. Еще сюда вернемся, а потом подснимем немножко еще шторм. Давайте посмотрим новогоднюю набережную, как ее украсили к Новому году. И посмотрим на новогоднюю елку в Ялте. Ну, и подойдем максимально близко. И я думаю, нужно отходить. Так, пес снова здесь со мной. Песу тоже интересно посмотреть на шторм. О, сейчас будет большая волна. Так, друзья, лайк собачки за то, что она такая смелая. Ей тоже нравится играть со штормом. Вот, накат волн пошел хороший.
Давай. Да, вот наша волна. Через 2. Вот. Так, собачка убежала. Мне кажется, нам тоже нужно уходить. Вот наша волна. Красиво было. Воу. Вот это было, друзья, шикарно. Воу. Красиво. Это было красивые проволны. Мне кажется, мы сняли самую большую с вами. О, снимать и смотреть на него вечно, но давайте пройдемся по набережной, пока совсем не стемнело, потому что у меня сегодня GoPro без телефона. GoPro ночью, вы знаете, особо не снимает. Вот это знаменитое дерево, этот платан, который здесь растет. И, как видим, листочки на нем уже осыпаются. Я вот только сейчас пришла осень. Все здесь в листьях. И посмотрите, сколько людей на набережной. Просто откуда они все взялись. Возможно, многие приехали из Симферополя. Возможно, многие уже приехали на новогодние праздники. Не знаю, откуда все приехали, но давайте идти к новогодней елке. В интернете я читал, что ее уже якобы нарядили. Сейчас подойдем, посмотрим поближе. И заодно насладимся природой Ялты, природой ЮБК. Конечно, набережная в Ялте очень красивая. Но, друзья, фонарики вот эти вот, которые светятся, они горят прям зеленым цветом. Я бы поменял на оранжевый, чтобы они горели оранжевым. Потому что оранжевый цвет создает такую уютную какую-то обстановку. Но зеленый не айс, конечно. Появились эти лошадки, которые разводят людей на деньги. Фото с ними стоит 300 рублей. Не фотографируйтесь так, фото с животными, считай. Там работают у нас разные магазинчики, кафешки, бутики. Видите, сколько людей? В прошлый раз, когда мы здесь были, людей было совсем мало. Сейчас даже на такой технике передвигаются. Так, кто-то кого-то намочило. Девчонок. У-ху, друзья. О, была большая волна, шикарно. Девчонки там на лавочке не намокли, все нормально. Вот так, ладно, давайте идти дальше. Посмотрим, что у нас. Так, опять эти лошади вернулись. Сейчас мы идем, посмотрим на ялтинские знаменитые пальмы. И там уже дальше будет у нас новогодняя елка. Выбираем Севастополь, друзья, либо Ялта. Что бы вы выбрали на Новый год? Тут я, конечно, затрудняюсь ответить. В Севастополе я был впервые, и у меня там, конечно, город сложились положительные очень впечатления. Мне там очень понравилось. Но Ялта тоже неплохая. Ну, Ялта уже, так скажем, приелась. Поэтому, возможно, ощущения от Ялты у меня не столь насыщенные, как от набережной Севастополя. Но здесь людей однозначно больше, чем в Севастополе, насколько я вижу. Смотрите, сколько. Все ходят, гуляют, как видим, без масок. Мы тоже без маски. А что надевать эти маски? Ведь здесь самый чистый лечебный воздух морской. Ним нужно дышать, чтобы наоборот лечиться. В общем, вот такая у нас здесь сегодня красота и много людей. Честно говоря, немного даже удивлен от количества этих людей. Так. Вот эта жар-птица, ее тоже так до сих пор не убрали. Но ночью она, кстати говоря, выглядит красиво. А вот дельфин, который там стоит, он прям портит весь вид набережной. Его нужно срочно демонтировать. Ну, сами видите, что у нас в середине декабря творится в Ялте. Погода, кстати, не холодная. Сейчас где-то плюс 13-14 градусов температура воздуха. И море точно такой же температуры. Вот так. Но ночью, возможно, температура немного опустится, но не критично. Я вот иду в легкой куртке, футболке и в кофте. Честно говоря, мне жарко. Достаточно было бы одной куртки и футболки.
Но природа здесь, конечно, ЮБКшная, очень шикарная. Так, мы уже подходим к пальмам. Ночью здесь, конечно, включают иллюминацию, все светится. Но, друзья, GoPro ночью не вытягивает картинку. Все будет в квадратах, поэтому вернемся сюда еще перед Новым годом. Посмотрим дневную, посмотрим ночную набережную. Сниму уже на телефон и покажу, как ее украсили к Новому году, чтобы вы имели представление, куда вам ехать. Либо в Севас, либо сюда, в Ялту. А пока вот такая здесь обстановка. Смотрите, даже на пляж люди повыходили, тоже снимают шторм. Все фоткаются, делают видео. В общем, Ялта зимой, как видим, живет у нас. Город оживает. Не сравнить с другими курортными городками, такими как Судак, Коктебель, Феодосия. Там жизнь на сезон замирает. И если вечером вы выйдете уже часиков 5, то трудно будет даже встретить местных людей, которые будут прогуливаться вот так по набережной. Но это я говорю конкретно за Судак. Судаки почему-то не любят гулять на набережных. Вот все отели, бутики, все здесь работает, круглый год функционирует. Это большой плюс, потому что Ялта, считай, круглогодичный курорт. Здесь можно приехать не только для того, чтобы покупаться на море, но и посетить какие-то интересные достопримечательности. Взять ту же Айпетри и другие места. Таракташская тропа, пройтись по ним. Тут есть заповедник, но это ближе к Алуште, но все равно можно поехать на своей машине и посетить заповедник, увидеть там каких-то диких животных. В общем, Ялта, конечно, красиво. Считай, предновогодняя Ялта уже у нас. Людей, конечно, много. Я прям удивлен. Как будто лето. Помните, мы ходили здесь летом? Приблизительно столько же было здесь людей. Все катаются, гуляют. В общем, движение все в Ялте. Кстати, здесь будет празднование Нового года, но оно будет 19 декабря. Будет официальное открытие елки. Вот я и планирую приехать сюда 19 декабря, чтобы снять для вас новогоднюю елку, открытие. Возможно, там будет какой-то концерт. В общем, посмотрим, что будет, какую программу администрация Ялты устроит для населения и для гостей города. Думаю, будет интересно, потому что в Ялте всегда что-то интересное проводят. Вот такие здесь разные фотозоны, тоже же украшенные такие под новогоднюю тематику. И вот, друзья, наши пальмы. Давайте к ним подойдем поближе. И мы уже приближаемся, кстати, к новогодней главной елке Ялты. Вот. Вечером пальмы все подсвечиваются. Вечером, конечно, красивее смотрятся. Но, смотрите, довольно-таки высокие. Судаки почему-то такие высокие не растут. Из-за климата, скорее всего, холодный климат. Здесь климат, который позволяет им вырасти вот до таких размеров. У нас елки в Судаке, ой, елки, говорю, пальмы растут в ток Судаке. Но не такие высокие, как здесь. Смотрите, сколько людей. Тоже уличные музыканты круглый год играют. Не как в Судаке. А, друзья, музыку, наверное, будем проходить. Хотя они играют вживую, поэтому, думаю, можно тоже подснять. Ролик нам не заблокирует. Здесь малая канатная дорога находится. А давайте выйдем уже на площадь, где установлена елка. Там, тадам. Идем. Идем смотреть на главную елку города Ялты. Так, вон она, я ее уже вижу. Но сейчас подойдем поближе и вам все покажу. Конечно, я думаю, задержимся до темна, чтобы подснять ее хотя бы немножечко, как она будет светиться ночью. Ну, сами видите, друзья, что происходит здесь. Честно говоря, много людей. И я прям действительно удивлен. Так, мы уже подходим. Пока еще на улице светло, огни праздничные не зажгли на елочке. Но ничего, мы и так ей полюбуемся. Особенно круто сюда подходить после дождя, когда плитка набережной все отзеркаливает, все эти огоньки. Вот тогда вдвойне приятнее гулять по набережной.
Тогда света становится еще больше, потому что она как от зеркала зеркаливается. Друзья, вы уже видите, вон елочка вдалеке. Мы с вами прям очень торопимся, очень бежим туда. Давайте пока по пути покажу вам здесь яхты, которые стоят. Но видите, в этой части шторма нет, потому что вон маяк, и здесь вот закрыт таким большим буном, можно сказать, эта часть моря. У них такая бухточка своя получается, закрытая от штормов. И вот так здесь яхты на воде колеблятся, можно сказать. Здесь кормят чаек, уток. Для детей, конечно, это развлечение. Вот так все установлено здесь. Вот я уже вижу отсюда наша судакская галера Таврида стоит там в конце. И сейчас ее укрепляют, чтобы штормом тоже не разбивало ее. И потом можно будет перед новогодними праздниками на ней покататься. Я думаю, что мы еще обязательно с вами успеем сюда приехать, покататься. Я вам покажу видеоролик с этой галеры. Если вы будете на ней кататься, обязательно говорите, что вы от Михайленко. Вот так, друзья, стоят катера. Но видите, немного их качает все равно. Так, здесь у нас художники. Вот так нарисовали. Похоже. Так, я уже забыл, что мы сюда идем к елке. Давайте, вот она, красавица елка. И фонтан украсили. Фонтан тоже будет подсвечиваться. Посмотрите, вон фонтан поставили. Его отключили, но поставили иллюминации. Блин, я хочу здесь ночью побывать. Когда все зажгут, вот тогда будет намного красивее. Вернемся сюда на днях и все это заснимем. Обязательно. Видите, здесь тоже гирлянды, они тоже должны светиться. Но сейчас еще у нас на улице светло. И вот она, наша елочка. Но высота у нее, я вам скажу, приличная. Украшена красиво, нет ничего лишнего. Елка искусственная. Я так поддерживаю искусственные елки, чтобы не рубили живые. Правильно делают. Нужно, чтобы все переходили на искусственную ель. Но вот такая, друзья, елка. В принципе, украшения стандартные. Красиво. Особенно, когда жгется, она очень красиво смотрится. Когда на ней зажгутся гирлянды. Вот такая у нас елка. Дети радуются, все уже фотографируются. Видите, шары повесили повыше, чтобы люди их не ворвали и не разбивали. Конечно, красиво. В общем, ждем вечер, когда здесь зажгут огни. И приедемся 19 декабря, чтобы... А ее не зажигают, походу, до 19 декабря. Ее вечером-то не зажгут. Официальное открытие елки 19. Поэтому, друзья, мы сюда приедем 19, чтобы увидеть, как мерцает эта елочка. Я первый, надеюсь, вам покажу всю эту красоту. Ну что, будем, наверное, прощаться. С вами был я, Александр Михайленко. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Поддержите его большим пальцем вверх. Пишите свои комментарии. Конечно же, подпишитесь на канал, потому что я вам показываю зимний Крым. Все самые эксклюзивные кадры. Ну все, встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока!